хотелось бы с вами порассуждать о том, что почему одни выглядят моложе своего возраста, а другие выглядят, я бы сказала, даже старше. Почему люди верят звездам, селебритис, которые выглядят классно, а не всегда верят ученым или не хотят слушать ученым? Почему люди ищут волшебную таблетку и считают, что она точно есть, от них просто что-то скрывают, а не пробуют какие-то простые вещи? Ну, вот знаете, я люблю говорить метафорами. Есть одна такая метафора у меня, как про покер. Люди, когда начинают играть в покер, они садятся за стол, каждый при какой-то сумме денег. Потом, по ходу игры, они эти деньги тратят. Кто-то зарабатывает больше, а кто-то вообще уходит в минусах, причем раньше остальных. Так, собственно, и у людей. Когда человек рождается, приходит в эту жизнь, он как в покере, приходит с определенным запасом. Большим, средним, жирненьким, слабеньким, но с запасом прочности. И вот человек живет, и по ходу, как он живет, он этот запас отстегивает. То есть он расплачивается своим запасом, с которым он пришел, за ту жизнь, которую он имеет. И если, к примеру, он бухает, там, драйв, движ, Париж, не только в молодости, а в принципе такое продолжительное время, больше 70 лет, за которое организм мог бы обновиться, то он прям может уйти в глубокие минуса. И уже к 27-8 годам быть достаточно потрепанным. Если он начал, например, человек лет 18, в 17, в 16, да, берем плюс 10, то есть в 16 начинаем движ Париж, в 26 имеем разваливающийся минусовый автобус. Но это не предел. Потому что вот даже если человек к 26, 7, 8 годам, он в состоянии минуса, а это возраст, когда начинаются первые отсчеты ступеней назад. То есть, когда клетки говорят: чувак, мы пришли за тобой, расплачивайся. Сейчас мы будем с тебя снимать те проценты, которые накопились. То есть, ты будешь сейчас стареть, причем в такой крутой прогрессии, что человек, например, лег спать вот с одним лицом, с телом, проснулся на следующий день, а лицо лет там на 5 больше, старше. Тело какое-то все в целлюлите или в каких-то таких вот волнах. Или человек сидит, кушает, повернулся просто там за кружкой с водой, и его заклинило в спине, груди. И он такой: да я же ничего не делал, я же просто за кружкой повернулся. Ну да, сейчас ничего не делал, а последние 10 лет. Ну, то есть, что делало это тело последние 10 лет? Это называется накопительный эффект. Так вот, когда человек подходит к своей первой ступени, это 26, 27, 28 лет, у него есть возможность такого себе перекрестка. То есть, либо он продолжает жить себя так же, либо движ Париж, либо просто вообще ничего не делать, работа, дом, диван и пиво по выходным. Либо, имея большой источник информации, человек может задуматься: а что я могу поменять? А нравится ли мне то, как я себя сейчас чувствую, то, как я сейчас выгляжу? И если не нравится, то есть как я могу поменять, что я могу для этого сделать? И начать вот эти вот минуса
пустой запас, который опустошился, пополнять. То есть пополнять. И это не значит, что он вернется до состояния 17-18 лет. Но это значит, что на позицию входа во взрослую жизнь, в зрелую жизнь, он может опять зайти с определенным запасом кэша. Кэша, собственно, здоровья, прочности, выносливости, проживания. Запас можно пополнить. И, в принципе, пополнить можно в течение 1 года. И вот здесь начинаются уже интересные игры. Потому что, причем достаточно интересные, потому что вот это пополнение запасов, оно состоит из определенных упражнений, несложных, но тем не менее упражнений. Еду нужно поменять, образ жизни, привычки, состояние. То есть это может произойти такая трансформация. В общем, можно себя просто проапгрейдить, прокачать, обновить. Это как ржавую машину загнать пацанам в гараж, сказать: пацаны, новую купить не могу, но хотелось бы еще поездить. И пацаны такие, окей. И через время выгоняют тебе бусинку, тачка на прокачку. Гоняют тебе бусинку, которая выглядит хорошо, обновленная ходовая, развал схождения, колеса, движочек там обновили, масло поменяли, и все. То есть машинка еще будет ездить, запас обновлен. Так и сделал. То же самое и со звездами, с селебрити, со всеми. Если вот вы пойдете в интернет, нет никаких секретов и каких-то зашитых, закрытых информаций. Вы можете увидеть, даже есть специальная картинка, что эта звезда, например, 27 выглядела хреново, в 32, в 35 она выглядит прям, вообще, как же так-то, что она тогда хуже, сейчас вот так. Потому что в какой-то момент эта звезда, либо команда ее думает: так, что наша девочка, там мальчик поизносились. А нам на этом продукте, продукте, еще хотелось позарабатывать. Что мы можем для этого сделать? И вот они начинают эту тачку на прокачку обновлять, реновировать. Упражнения, питание, витаминки, режим, и все. Буквально за год человек, во-первых, замедляется в своем развале, во-вторых, восстанавливаются текстуры внешние и текстуры тканей внутренние. Человек реально выглядит классно, и в 32-35 может выглядеть лучше, чем в свои 27-28. И лучше, и моложе, и качественней. И не только выглядеть, но и ощущать себя. А дальше уже, если человек это подхватывает, он может продолжить в таком же ритме, жить себя и дальше. Почему, например, вот такие люди, как Синдия Кроуфорд, кто еще, Ким Бессенджер, есть, в общем, ряд мировых актрис и актеров, которые этот режим подхватили, и они продолжают в нем жить. И им уже сейчас 50, 60, в общем, за 40, они выглядят реально хорошо, вот прям качественно выглядят относительно того, как они жили в молодости себя. Вот вам и ответ. Вот вам раскрытие секрета, почему вот так. Потому что потратили запас, у вас есть возможность пополнить. У каждого есть возможность пополнить. С тренером, без тренера, в групповом режиме, платно, бесплатно. Информации масса. Возможность пополнять есть. Она доступна. Вопрос в мотивации и в желании. Вот поэтому нет никаких особых секретов. Есть последовательность, и есть причины и следствия. Почему одни выглядят с одним лицом, а другие выглядят абсолютно не так. Вопрос не в генах. С генами тоже можно играться. Вот точно так же, как я рассказала.